Привет, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем давний галицкий украинский пляцок, который называется гуцулка Ксения. Он на нежном песочном тесте со взбитыми белками, орешками и вкусным кремом на вареном сгущенном молоке. Выпекается одним коржом, очень просто. В описании под видео указано количество ингредиентов. В миску просеиваю сразу все количество муки. Добавляю сюда пачечку разрыхлителя, у меня 12 граммов, и сахарную пудру. Щепотку соли, перемешиваю сухие ингредиенты и выкладываю сюда холодное сливочное масло. Быстро перетираю в крошку, стараюсь так, чтобы масло не успевало таять от теплоты рук, поэтому если небольшие комочки масла останутся, ничего страшного. Далее я отделила белки от желтков и желтки добавляю в сухую смесь. Замешиваю тесто сначала ложкой, а затем быстро руками собираю в один комок. Напоминаю, что песочное тесто не любит долгого вымешивания, поэтому собрали в один комок, все объединилось и достаточно. Противень застилаю пергаментом и вот так вот прям кусочками рву тесто и быстро распределяю его руками по всей площади. Раскатывать его будет неудобно, оно порвется, оно очень нежное, поэтому вот так вот очень легко руками распределяем, но опять же стараемся делать это быстро и так, чтобы толщина теста была приблизительно везде одинаковая. Густо накалываю вилкой и отправляю в холодильник. Оставшиеся белки я выливаю в чашу миксера, добавляю щепотку соли, взбиваю до пены и затем потихоньку тонкой струйкой всыпаю сюда сахар и уже буду взбивать до устойчивых пиков. Затем в эту массу я добавляю кукурузный крахмал. И короткими импульсами на низкой скорости, чтобы он не взлетал в воздух, вмешиваю в белки. Вот так вот помогаю силиконовой лопаткой, чтобы все объединилось. Буквально 30-40 секунд и достаточно. И теперь для цвета я буду использовать малиновый сироп. Можно, может быть, какой-то пищевой краситель. Но вот я делаю именно так, без косточек, сироп от малины. И до той консистенции довожу, когда вот мне уже нравится, что белки еле-еле розовые. Также нам понадобятся грецкие орехи, которые нужно нарезать, но не совсем мелко, так, чтобы попадались довольно крупные кусочки, простите. Тесто я достала из холодильника и выкладываю на него густой джем. У меня сегодня черная смородина. По классике, кстати, этот пляцок именно с таким джемом и выпекается, но можно заменить на любой другой кисло-сладкий. Далее я сверху выкладываю взбитые белки и тоже распределяю ровным слоем. Духовка уже к этому моменту должна быть разогрета на 170 градусов. Сверху посыпаю орешками и отправляю в духовку. Примерно на 35-40 минут. В это время я готовлю крем. Мягкое сливочное масло, которое заранее мы достали из холодильника. Я его взбиваю до пышного такого состояния и затем добавляю по 1 столовой ложке вареное сгущенное молоко. Долго не взбиваю этот крем, а так тоже достаточно, чтобы все объединилось. Далее добавляю сюда какао, желательно брать вкусное, качественное, и вливаю совсем немного коньяка. И все это короткими импульсами перемешиваю, но очень недолго, вот достаточно 30-40 секунд, и крем готов. Получается вот такой пышный, потом, когда постоит в холодильнике, он станет более стабильным. Корж у меня к этому времени испекся, его обязательно нужно полностью остудить на решетке, и только потом можно разрезать на 2 части. Собираю торт. На поднос выкладываю первый корж, затем сверху весь крем. Распределяю более-менее ровно. И далее выкладываю второй корж. Этот пляцок, торт ничем не украшается, потому что он и так выглядит довольно симпатично. Ставим его в холодильник для стабилизации на несколько часов, лучше всего на ночь, а затем разрезаем и наслаждаемся. Надеюсь, рецепт вам понравился. Жду ваших отзывов в комментариях. Всем желаю мира и добра. Всем пока!